Глава 611. Планирование свадьбы. Теперь эти люди полностью поняли, о чем думал Чутянь. Чудо-духовный шлем сам по себе не имел значения. Чутянь хотел быстро распространить рынок, сделав чудо-духовный шлем необходимым для жизни людей в различных странах и местах. В ближайшие 10-20 лет, даже если бы какая-то сила смогла бы имитировать шлем и сделать подобный продукт, им было бы трудно достичь того же рыночного масштаба. Рынок уже привык к использованию чудодейственных духовных шлемов. Чутянь уже все ясно объяснил: я уйду первым. «Пожалуйста, подождите», — крикнул Ланселот, — «есть еще кое-что». Чутянь посмотрел на него и спросил: неужели на вершине все еще царит неразбериха? Городской лорд уже ясно все объяснил, и это, конечно, не по этому вопросу. Король темных ночных эльфов хочет, чтобы я передал ему послание, он хочет встретиться с тобой наедине. Темный ночной эльфийский король, у короля был другой статус. Этот парень был правителем темного ночного леса, он, без сомнения, был персоной уровня императора, хотя среди эльфийского племени темный ночной эльфийский король Юнис был на том же уровне, что и лесной эльфийский король Ланселот, но, с точки зрения способностей, темный ночной эльфийский король был в несколько раз сильнее лесного эльфийского короля. Было ли это связано с личной силой или влиянием, темный ночной эльфийский король хотел видеть Чутяня. Как мог Чутянь отказать ему? Несколько темных ночных эльфов были доставлены в лунный город. Их предводителем был эльф, которому на вид было около 30-40 лет, но его аура была очень старой, как у старика, которому было 1-2 тысячи лет. На самом деле реальный возраст короля эльфов темной ночи Юниса не так уж сильно отличался от этого числа. Ланселот лично вышел вперед, чтобы поприветствовать его. «Ваше Величество Юнис, городской лорд Чутянь находится внутри. Пожалуйста, следуйте за мной». Юнис с благодарностью посмотрела на Ланселота. Лесные эльфы когда-то были самыми сильными эльфами на континенте, но они деградировали за десятки тысяч лет, став теперь лишь частью леса хаоса. Однако король лесных эльфов этого поколения был беспрецедентно выдающимся, для него было непросто иметь такую силу, будучи таким молодым. Но самое главное было в том, что этот молодой эльфийский король ухватился за возможность. В будущем лесные эльфы станут главным партнером чудо-города в лесу хаоса. Если они последуют за возвышением чудо-города в будущем, возможно, они смогут вернуться к своему пику и даже превзойти его. Юнис подошла к Чутяню. «Приветствую городского лорда». «Городской лорд, вы гений, данный богом, я не смею давать указания. У меня есть только просьба». У Юнис был искренний взгляд. У эльфов была своего рода нежная аура вокруг них, которая, скорее всего, была связана с обычаями их расы. Вот почему, хотя Юнис явно обладала достаточной силой и влиянием, чтобы стать императором, он все еще называл себя королем. Темные ночные эльфы верят в бога Луны. Говорят, что чудо-город нашел руины на Луне, и согласно древним записям, лунные руины были сформированы из лунного бога. Там остался дворец бога Луны, ожидающий, когда потомки бога Луны откроют его. Чутянь был немного удивлен. «Вы хотите сказать, Юнис достала нефритовую пластинку, на которой было много сложных рун? Это верно, знак для открытия дворца бога Луны был священным предметом, переданным нам темными ночными эльфами». Чутянь понял, что Юнис имела в виду, придя сюда: «Вы хотите, чтобы мы отправили вас на Луну?» «Именно». Юнис изобразила волнение на лице. «Дворец бога Луны очень важен для моего клана, мы надеемся, что городской лорд поможет нам». Чутянь потер подбородок и задумался. Отправить их на Луну было совсем нетрудно. Чутянь мог сделать это за считанные минуты с любой передаточной вышкой. Проблема в том, что если темные ночные эльфы захватят Луну, позволят ли они все еще развивать чудо-город на ней? Более того, Чутянь очень интересовался руинами на Луне, и он не собирался отдавать их кому-то еще с самого начала. Юнис заметила нерешительность Чутяня и тут же добавила: если городской лорд согласится на это, темные ночные эльфы навсегда поддержат чудо-город и станут его ближайшим союзником. Это было довольно выгодно. Чудо-городу не хватало союзника на вершине континента. Влияние темного ночного леса могло противостоять империи. Если бы им удалось заручиться поддержкой темного ночного леса, чудо-городу не пришлось бы так осторожно продвигаться вперед в будущем. Я могу отправить вас всех на Луну и подарить вам дворец лунного бога, но у меня есть одно условие. Когда вы будете исследовать дворец лунного бога, я хочу, чтобы там были и мои люди. Юнис понял, о чем думал Чутянь. Это было не более чем получение некоторых преимуществ изнутри. Но Чутянь согласился отдать дворец лунного бога темным ночным эльфам, так почему же Юнис не может быть удовлетворен? Юнис был очень взволнован. «Сначала я поблагодарю городского лорда». Чутянь кивнул. «Ин, приведи его величество в передаточную башню и отправь на Луну. Пусть друзья темных ночных эльфов ищут вход во дворец бога Луны». Юнис никогда не думала, что Чутянь будет так прямолинеен, фактически напрямую отправляя их наверх. Он не мог не испытывать благодарности к Чутяню.
Чутянь тайком закатил глаза. Отец искал так долго и до сих пор не нашел пути к центру Луны. Иначе зачем вы мне все нужны, после того, как Юнис был отослан, Чутянь вернулся в Чудо-город? Правители приняли участие в саммите чудес и теперь были готовы вернуться на свои территории. Чутянь узнал некоторые детали от Мэн Цинву. Силы уровня Империи тайно пытались втянуть в себя силы рядом с Чудо-городом. Не было нужды упоминать о темном ночном лесе, они были связаны с Вечным лесом. У других держав тоже были свои отношения. Например, территория дракона и хребет дракона были близки. Империя диких зверей и Дикие Нагорья были очень близки. Преисподнее море хотело сотрудничать с гигантскими горными хребтами. Чэнь Биньюй доложила, что Империя Ветряной Луны тайно разыскивает ее. Небесная Пылающая Империя специально отправилась в город Западного моря, чтобы сотрудничать с Боша. Эти крупные персоны использовали невнимательность Чутяня, чтобы выкачивать деньги в лес хаоса, используя большие суммы для покупки городов, которые еще не присоединились к Лесному альянсу. Это было потому, что они знали, что любой город, который присоединился к Лесному альянсу, уже контролируется умными мозгами, поэтому они ничего не могли сделать. Поэтому они придумали способы захватить города, которые еще не присоединились к альянсу, что позволило бы им укрепить свои позиции в альянсе. Как можно было скрыть эти мучительные действия от глаз юной мисс, но по отношению к такому поведению Чутянь мог закрыть только один глаз. 6 гигантов были умными людьми, они знали свои пределы. Чутянь не заботился об этих случайных вещах. Это было потому, что что-то более важное ждало Чутяня. Организация его свадьбы с Мэн Ин. Чутянь не был уверен, что найдет кого-то, кто позаботится об этом деле, поэтому он решил заняться свадьбой лично и сделал молодую мисс своей помощницей. Согласно его обещанию, свадьба должна была состояться в городе Западного моря, и Чутянь хотел устроить Мэн Ин самую роскошную свадьбу. Чутянь решил, что свадьба будет в день освобождения чудесного континента. Он не хотел просто использовать чудо-континент для празднования своей свадьбы, он хотел, чтобы все крупные персоны со всех уголков континента пришли и благословили Мэн Ин. Чутянь сказал Мэн Цинву: «Сколько нам нужно времени, чтобы подготовиться?» «Согласно вашему плану, это займет по меньшей мере 3-4 месяца». «Что? 3-4 месяца?» Чутянь покачал головой и сказал: «Самое большее месяц, больше не может быть. Я не хочу, чтобы Ин продолжала ждать». Молодая мисс не могла поспорить. «Хорошо. Всего 1 месяц». Глава 612. Дворец Бога Луны. Чутянь еще не закончил свои дела, когда с лунной базы пришли новости. Юнис и старейшины темных ночных эльфов нашли дворец Бога Луны, что по-настоящему удивило Чутяня. Но с тех пор, как они его нашли, была ли причина игнорировать его, Чутянь непосредственно повел 4 гигантов Лесного альянса и городского лорда Боша с сильнейшими экспертами небесного домена 5 сторон к лунной базе. Чутянь только что прибыл на лунную базу, когда маленькая лисица взволнованно бросилась к нему, забравшись на плечо Чутяня в приподнятом настроении. Лисенок не следил за ним последние несколько дней, он проводил большую часть времени на лунной базе. С одной стороны, это было сделано для того, чтобы предотвратить повреждение лунной базы, с другой стороны, сила маленького лиса продолжала увеличиваться от поглощения лунных монстров. Тело маленькой лисицы стало больше, и 5-й хвост закончил формироваться. Там уже появился даже след 6-го хвоста. Это было доказательством успехов лисенка на Луне. По крайней мере, судя по донесениям с лунной базы, в нескольких сотнях километров вокруг нее не было ни единого следа лунного монстра. Этот парень действительно умел есть, неудивительно, что Чутянь не мог найти дворец лунного бога. Дворец бога Луны находился в центре самого большого моря энергии, и, поскольку над ним были мощные печати и ограничения, а также 1000 метров моря энергии покрывали его, Чутянь не мог найти его с помощью какой-либо геодезической технологии. Чутянь посмотрел на море энергии и попытался исследовать его своим божественным чувством, но как только его божественное чувство вошло в него, ему тут же воспротивилась мощная сопротивляющаяся сила. Энергия внутри очень мощная, нам будет нелегко войти внутрь. Не говоря уже о том, что есть печати и ограничения, нужно еще подумать о том, как открыть дворец бога Луны. Юнис сказал: городскому лорду не нужно беспокоиться, темные ночные эльфы уже подготовились к этому. Чутянь был немного удивлен. Так ли это? 4 старейшины темных ночных эльфов стояли в 4 углах, и Юнис достал нефритовую пластину из своей груди. Этот знак лунного бога плыл над морем энергии, и 4 темных ночных эльфа начали петь, выпуская мощную энергию в нефритовую пластину. Луч света упал на море. Это было похоже на удар холода, падающего на воду. Все море вздулось волнами, как будто его ударили мощной энергией, когда лед начал распространяться от центра к бокам. Когда он был полностью стал заморожен, Чутянь оказался потрясен. Он превратился в большую группу дворцов.
Именно так эта жидкость образовала море энергии. Когда на нее обрушились мощные энергетические колебания, она фактически застыла в воздухе и превратилась в дворцы. Каждый дворец здесь выглядел так, словно был сделан из полупрозрачного светящегося хрусталя, будто был искусно вырезан из нефрита. Это было похоже на то, как будто потребовались сотни лет, чтобы медленно вырезать гигантский кусок прекрасного нефрита. При этом без единой ошибки вообще. Чутянь потер подбородок, это действительно немного интересно. Юнис ответил Чутяню: «Господин городской лорд, мы спускаемся». Когда они подошли к центральному дворцу, то увидели, что святилище внутри такое же, будто вырезанное из нефрита. Были ли это предметы внутри или украшения, все они были интегрированы во дворец. Все это место было наполнено бесплодной и древней аурой. Этот дворец был дворцом бога Луны. Темные ночные эльфы могли послать своих самых выдающихся людей во дворец бога Луны для культивирования за закрытыми дверями. Это место было наполнено аурой лунного бога, так что оно позволяло им культивировать себя с половиной усилий. Юнис хотел не просто возделывать священную землю, а получить наследство бога Луны. В главном святилище дворца лунного бога был туннель, который соединялся с ядром Луны. Место, куда упал бог Луны, одно из самых важных сокровищ этого мира. Чутянь хотел выкопать его давным-давно, но у него не было способа сделать это. С помощью темных ночных эльфов все стало намного проще. Это развалины бога Луны. Все углубились в Луну через потайной ход алтаря. Когда они вошли, все задрожали, потому что это было несравненно большое пустое пространство, которое было наполнено невероятным количеством духовной энергии. Драгоценные кристаллы по всей Земле формировались в течение десятков тысяч лет, и травы, выращенные в этой среде, были все бессмертного сорта. Все эти бессмертные травы, многие из них были бессмертными травами 4-го уровня, это было невообразимым соблазном для экспертов небесного домена, будь то эльфийский король, повелитель драконов, ярость грома, лопнувший коготь, Боша или те неслабые эксперты небесного домена, они никогда раньше не видели такой соблазнительной сцены. Любые случайные травы, взятые отсюда, были хорошими вещами, из-за которых эксперты небесного домена боролись. Эти травы росли в таких условиях. Все они имели какую-то форму божественной природы. Темные ночные эльфы также были полны дикой радости. Но по сравнению с различными бессмертными травами, они были более взволнованы гигантскими белыми колоннами внутри этого пространства. На первый взгляд можно было подумать, что это кристаллы естественной формы, но на самом деле они были сделаны из божественной кости. Это был не просто первоклассный материал, это было самое важное наследство. Каждая колонна имела божественные знаки на поверхности. Это были древние техники культивирования или секретные техники, самые важные сокровища, которые бог Луны оставил своим потомкам. Почему вы все в таком оцепенении? Чутянь и маленькая лисичка уже не могли этого вынести. Давай уже подойдем и посмотрим. Чутянь только что сорвал несколько стеблей, когда почувствовал сильную опасность. Луч энергии вылетел из руин бога Луны и напугал Чутяня, заставив его прыгнуть через пространство и мгновенно отступить. Что это за чертовщина? Все почувствовали, что земля дрожит, и 6 гигантов, покрытых божественным светом, вышли из руин бога Луны. Каждый гигант был около 10 метров в высоту, и их лица были плохо видны. Судя по мощным энергетическим флуктуациям, которые они высвобождали, с ними было нелегко иметь дело. Это божественные стражи, оставленные богом Луны. Они охраняют наследие разрушения бога Луны, чтобы быть уверенными, что никто из посторонних не заберет их. Эти гиганты, вероятно, находятся в слое домена 7-го неба и выше. Доменный слой 7-го неба — это уже был пиковый специалист континента. Хуже всего было то, что эти гиганты были созданы из божественного чувства бога Луны, поэтому их было нелегко уничтожить в этом пространстве. Даже если бы они получили какие-то травмы, они были бы в состоянии мгновенно исцелить его. Их число можно было бы оценить прямо сейчас, но все же это большое количество. С этими парнями, охраняющими это место, кто осмелится войти и забрать сокровища? Чего вы все ждете? Быстро остановите их. Юнис неловко сказал: «Извините, темные ночные эльфы получили метод открытия руин. Что касается того, как сдерживать божественных стражей внутри, то это уже было потеряно за века, так что мы ничего не знаем». Черт возьми. Почему ты раньше не сказал? Чутянь просто хотел взорваться. Эти 6 гигантов уже бросились вперед, каждый из них обладал мощным телом. Лунный свет собрался в их гигантских мечах и копьях, яростно атакуя с ужасающей мощью. Глава 613. Кристалл божественного чувства. Стражи лунного бога были невероятно сильны. Радовало то, что кроме Чутяня другие люди здесь не были слабыми. По крайней мере, были в состоянии конкурировать с божественными стражами.
Темный ночной эльфийский король Юнис был пиком 9-го домена небесного эксперта, было трудно представить себе его силу. Он мог легко подавить стражу лунного бога. Но это лишь временно подавляло их. Стражи лунного бога вообще не могли быть убиты в его развалинах. Их самовосстановление было более чем в 100 раз быстрее, чем у обычных лунных монстров. Сражение здесь создало бы большое количество звуков, так что стражи лунного бога из других регионов были бы привлечены. Всего через некоторое время здесь будет в несколько раз больше охранников бога Луны. Это было равносильно нескольким десяткам экспертов доменного уровня 7-го неба, все почувствовали, что давление растет. Юнис никогда не думал, что защита руин бога Луны будет такой сильной, поэтому он мог только беспомощно предположить: стражи руин бога Луны слишком сильны, мы столкнемся с опасностью, если попытаемся силой вторгнуться внутрь. Как насчет того, чтобы мы сначала вернулись и собрали больше экспертов, прежде чем исследовать дальше? Все остальные кивнули. Хотя руины бога Луны были соблазнительны, эта ситуация не оставляла людям другого выбора, кроме как временно отступить. Они встретили такое сильное сопротивление, как только вошли в руины лунного бога. Кто знает, какую опасность они испытают, если пойдут глубже. Бог Луны был всемогущим древним богом, оборона руин бога Луны не будет простой группой охранников. Если их догадки не ошибочны, то чем глубже они углублялись, тем страшнее становились великие древние ограничения. Если бы в это время за ними гнались стражники лунного бога, и им пришлось бы защищаться от защиты, оставленной древним богом, даже с силой Юнис, они оказались бы в опасной ситуации, которая неизбежно привела бы к смерти. Юнис и остальные показали, что хотят отступить. Кто бы мог подумать, что в это время самый слабый Чутянь не согласится. Не спешите, я думаю, у меня есть способ. Защита руин бога Луны полностью состоит из божественного чувства, оставленного древним богом, поэтому, если мы рассеиваем божественное чувство древнего бога, защита руин бога Луны в целом разрушится. Хоть в этом нет ничего плохого, это может быть не так просто, как сказано. Юнис не согласился с предложением Чутяня, не говоря уже о других защитах, просто эти божественные стражи — вещи, которым мы не можем противостоять. Божественные стражи были бесконечны и бессмертны. Они могли бы противостоять ему несколькими дюжинами, но если бы их было больше, это стало бы опасностью, которой невозможно противостоять. Чутянь ничего не сказал, когда маленькая лисица сделала движение. Никто толком не видел, что произошло, но маленькая лисица послала руны, которые ударили по стражам бога Луны, как метеориты. Произошло нечто удивительное, поскольку каждый из стражей лунного бога был не в состоянии двигаться. После того, как его заморозили на 4-5 секунд, они начали взрываться на куски. Эти бесчисленные куски собрались около маленькой лисы, поскольку часть энергии, содержащейся внутри, была поглощена маленькой лисой. Другая часть собралась вокруг маленькой лисицы и сделала маленькую лисицу в 100 раз больше, так как она стала несравненно большой пятихвостой демонической лисой. Лис издал низкий рык, и его большие когти ударились о землю. Там, где его коготь упал на землю, вспыхнул яркий свет, и этот свет разлетелся во все стороны, мгновенно образовав несравненно большую массу. Божественные стражи, которые могли бы подняться снова, были затронуты массивом, и их скорость преобразования значительно уменьшилась. Все были очень шокированы. Эта лиса может подавить божественную силу. В этом нет ничего странного. Чутянь правильно предположил, что маленькая лиса может подавить божественных стражей, но он никогда не думал, что маленькая лиса будет выполнять это так красиво. Предок этого парня, великий древний девятихвостый демонический лис, он ловил небесных драконов и бессмертных фениксов в качестве пищи, поэтому его сила не уступает богу Луны вообще. Хотя он все еще не полностью вырос, временно подавить некоторых охранников, сформированных из фрагмента божественного чувства бога Луны, это то, что он уже может сделать. Темные ночные эльфы и эксперты Альянса никогда так не думали. У питомца, которого вырастил Чутянь, был такой большой фон. С помощью лиса, возможно, им это удастся. Чутянь указал на свет в воздухе, который продолжал собираться вокруг них. Массив лиса может только замедлить, он не может остановить регенерацию стражей лунного бога. Нам нужно оставить здесь несколько человек, которые продолжают рассеивать собранную энергию. Юнис сказала 2 эльфийским старейшинам: «Пожалуйста, оставайтесь здесь». 2 эльфийских старейшины кивнули: «Как скажете». Чутянь небрежно взглянул на лису, и маленькая лисица схватила Чутяня и посадила его себе на плечо, не зная, намеренно это или нет. Обычно это была маленькая лисичка, которая лежала на плече Чутяня, но никто никогда не думал, что настанет день, когда Чутянь будет стоять на плече лисы. «Все за мной». Чутянь освободил свое божественное чувство, и вскоре после того, как они двинулись вперед, есть массив впереди, метод, чтобы сломать его, сила Чутяня была самой слабой среди здешних людей, даже маленькая лисица была сильнее его. Но знания Чутяня не были чем-то таким, с чем люди могли бы сравниться. Работая с маленькой лисой и с помощью Юнис и других, даже массивы руин бога Луны не могли остановить его.
Эта группа проходила через все больше и больше массивов, также сталкиваясь с атаками довольно многих охранников лунного бога по пути. Всякий раз, когда на них нападали стражники лунного бога, маленький лис собирал их вместе, прежде чем подавить одним махом. В это время они должны были оставить одного или двух человек, чтобы остановить накопление энергии. По мере того, как они углублялись все глубже и глубже в руины, людей рядом с Чутянем становилось все меньше. В конце концов остались только Чутянь, Юнис и Ланселот. Они прибыли в центр руин бога Луны. Чутянь нашел в центре руин кристалл цвета радуги, испускающий мощные колебания божественного чувства вместе с ярким свечением. Божественное чувство бога Луны, божественное чувство было чем-то без формы, чем-то иллюзорным, что все еще влияло на реальный мир. Люди никогда бы не подумали, что божественный смысл бога Луны превратится в кристалл, приняв реальную форму. Воля внутри этого гигантского кристалла контролировала руины бога Луны и вращение самой Луны. Дон. Вокруг них появилось более 20 стражей бога Луны. Лис тут же проглотил их и вонзил когти в землю, используя мощь клана демонического зверя, чтобы подавить их. «Позвольте мне позаботиться о воле бога Луны». Чутянь сказал двум эльфийским королям: «Я оставлю этих стражей вам». Юнис был немного удивлен. Хотя великий бог Луны уже пал, воля этого древнего бога не была уничтожена. Он развивался в течение десятков тысяч лет, чтобы сформировать независимое сознание и стать новым существом. Его сила — это не то, что вы можете себе представить, делать это слишком опасно. Как же можно получить прибыль, не подвергаясь опасности? Чутянь подошел к кристаллу божественного чувства бога Луны. Он пробыл в истинном царстве духов достаточно долго, и это было очень драгоценное и подходящее время для прорыва. Глава 614. Выяснение отношений. Бог Луны уже пал. Но для такой могущественной формы жизни, как лунный бог, она уже разделила свое сознание и душу. Даже если бы его душа упала, сознание, находящееся в теле, все равно осталось бы. Развиваясь в течение десятков тысяч лет, оно постепенно стало независимым сознанием. Теперь это был настоящий кристалл божественного чувства. Что-то в этом роде. Еще до того, как Чутянь приблизился, кристалл божественного чувства уже почувствовал идеи Чутяня. Этот смертный хотел проглотить его, и это очень рассердило духовное сознание Бога. Хотя сознание уже имело свои собственные мысли и больше не было связано с богом Луны раньше, его сознание все еще унаследовало фрагментарные воспоминания от бога Луны. Высокая гордость духовного бога все еще оставалась. Как она могла выдержать мысли смертного об этом? Убей его. Когда Чутянь был в 300 метрах от него, он внезапно ощутил прилив божественного чувства. Эта энергия была несравненно огромной и мгновенно окружила его тело. Волна разбилась о скалу, гнев взмыл в небо, область видения Чутяня божественное чувство перед ним было не более чем маленькой лодкой. Ты всего лишь остаток сознания древнего бога, чем ты можешь гордиться? Изначальный дух Чутяня взмыл в небо, и его глаза стали золотыми, символизируя его божественную чувственную силу. С точки зрения общего количества божественного смысла, Чутянь был маленьким кораблем, плывущим в большой волне. Волна была гигантской. Лодка была маленькая. Но какой бы сильной ни была волна, маленькая лодка твердо двигалась вперед, не будучи поглощенной ею. Чутянь был слишком хитр, чтобы это сознание могло уловить его, поэтому независимо от того, насколько сильна энергия, которую сознание высвобождало, Чутянь всегда умело уклонялся от нее. 300 метров, 150 метров, 100 метров, 50 метров. Волна перед Чутянем становилась все сильнее и сильнее, и он чувствовал все большее сопротивление. Это сражение нельзя было увидеть невооруженным глазом, и не было никакого ущерба для района вокруг них, но это сражение было даже более опасным, чем любая бомбежка. Как только лодка божественного чувства Чутяня погрузится в море божественного чувства сознания, божественное чувство Чутяня будет мгновенно уничтожено. Как только божественное чувство человека будет уничтожено, он уже никогда не сможет использовать божественное чувство снова. Более того, если душа пострадает, это создаст необратимые повреждения. Если ущерб будет тяжелым, то можно умереть на месте, даже находясь под контролем сознания и превращаясь в марионетку. Очень опасно. Чутянь полностью отдавал себе отчет в том, что делает, но по сравнению с гигантскими выгодами, которые он получит, он понимал, что этот риск достоин того, чтобы на него пойти. «Ты не сможешь остановить меня с такой способностью». Глаза Чутяня испустили золотой свет, и весь девятиглазый дух источника бога-демона был покрыт золотым светом, также заставляя лодку божественного чувства испускать золотой свет. Его сила внезапно возросла в несколько раз, и он был похож на острый меч, смело рассекающий волны. Наконец он оказался перед кристаллом божественного чувства. Чутянь мог сказать, что его божественное чувственное потребление было очень серьезным, но Чутянь также знал, что настоящее сопротивление начнется сейчас.
Его тело внезапно воспламенилось, когда он выпустил бело-голубое пламя, мгновенно распространившееся во все стороны. Оно накрыло кристалл божественного чувства, чтобы очистить его. Вот так Чутянь и сознание вступили в прямой контакт. Чутянь почувствовал, как его мозг стучит молотом, и мир раскалывается на части. Он упал в божественное море чувств. Чутянь стоял на маленькой золотой лодке, окружённой серебряным морем, а серебряная морская вода плескалась в маленькую золотую лодку. Несмотря на то, что маленькая золотая лодка казалась нормальной, как бы морские волны не бились о неё, она не была погружена в бесконечное серебряное море. В это время серебряное море начало меняться. В центре серебристого моря появился несравненно большой вихрь. Он возник из ничего и превратился из маленького в большой. Вихрь покрыл большую часть Серебряного моря за очень короткий промежуток времени, и сильная сила начала пытаться разорвать маленькую золотую лодку на куски. Чутянь не паниковал, управляя маленькой лодкой. Он скользил по краю вихря. Каким бы сильным ни был вихрь, он никак не мог втянуть лодку внутрь. Во время этого процесса Серебряное море быстро уменьшалось в размерах. Серебряная морская вода начала собираться в центральном месте, и, наконец, она была сжата вместе. Все море высохло, но в том месте, где оно исчезло, медленно начал вставать серебристый гигант. Великан был не очень велик. Он был около 15 метров в высоту. Этот гигант был всего лишь 15 метров ростом, он впитал всю энергию моря божественного смысла. Великан испускал серебристо-металлическое свечение, и каждый дюйм его тела был наполнен несравненной силой. Все его тело было покрыто ослепительным светом, как будто легендарный древний бог Луны был оживлен. Поистине отвратительно. Чутянь никогда не думал, что сознание воспользуется этим ходом. Причина, по которой он не мог позаботиться о божественном чувстве Чутяня, заключалась главным образом в том, что его сила была слишком рассеяна. Он не понимал, как собрать свою силу воедино, поэтому, хотя он и был могущественным, у него не было никакой субстанции. Теперь ситуация была совершенно иной. Энергия сознания была собрана невероятным образом. Серебряный гигант высоко поднял руки, и несравненно гигантский серебряный меч сложился по кусочкам. Меч был полностью сделан из света, и на нем были выгравированы руны божественного чувства. Серебряный гигант взмахнул мечом и яростно рубанул его. Серебряный свет мог осветить весь мир. Это было похоже на гигантскую волну, выпущенную на волю. Выражение лица Чутяня мгновенно стало уродливым, так как он не мог уклониться от этой атаки. Маленькая золотая лодка изменилась и мгновенно превратилась в большой золотой щит. Серебряный меч, покрытый волнами, врезался в золотой щит, и золотой щит начал разрушаться, когда с него посыпались осколки. Это плохо. Эти две силы были не одного уровня. Чутянь чувствовал, что его божественное чувство было тяжело ранено. Это сознание было намного сильнее, чем Чутянь себе представлял, так что для него было невозможно победить другую сторону лицом к лицу. Серебряный гигант снова поднял меч. Вокруг клинка собралась буря. Чутянь знал, что когда придет следующий удар, он будет по меньшей мере вдвое сильнее предыдущего. Божественный щит чувств Чутяня должен был разбиться, и не было никакого шанса уклониться. Если он потеряет защиту божественного щита чувств, сознание Чутяня превратится в пепел от лунного меча. Он мог только выложиться по полной. Когда серебристый гигант создавал шторм, Чутянь сделал свой ход. Золотой щит божественного чувства растворился, превратившись в золотое копье. Чутянь держал копье в одной руке, и большое количество рун начало распространяться от того места, где Чутянь сжимал его. Чутянь собрал все разрушительное божественное чувство, разрушающие тайные техники и силу своего источника духа в это одно копье. Золотое копье тоже было покрыто золотым пламенем. Это было не обычное пламя, а божественное чувственное пламя. Чутянь использовал источник своего божественного чувства, ничего не скрывая, а это означало, что независимо от того, удастся ли этот удар или нет, божественное чувство Чутяня будет значительно уменьшено. Гроза серебряного гиганта закончила собираться. Он собирался поднять несравненно большой меч. Чутянь знал, что у него нет времени. Он не оставил никакого божественного смысла охранять себя и вложил всю свою энергию в это единственное копье. В тот самый миг, когда раздался удар, золотое копье ударило серебряного гиганта в грудь, и золотой свет столкнулся с серебряным светом. Серебряный гигант был отброшен назад, из его тела вырвался болезненный и гневный рев. Хонг, раздался взрыв, золотое копье божественного чувства пронзило грудь серебряного гиганта и вышло из спины серебряного гиганта. Как будто кто-то взял серебряного гиганта за позвоночник и вдавил его в землю золотой горой. На лице Чутяня отразилась радость. Он был убит. Если эта атака могла позаботиться об этом парне, он не растратил все свое божественное чувство. Пока о сознании лунного бога заботились, Чутянь мог восстановить свое божественное чувство, сколько бы он ни потерял. Когда эта мысль только появилась, Чутянь вернулся в реальность.
Тело серебряного гиганта несколько раз дернулось, прежде чем он медленно встал. Хотя в его груди была дыра шириной в метр, в которой все еще горело золотое пламя, он выглядел так, будто его вообще не тронули. Как будто он случайно упал и снова встал. Золотое пламя вокруг большой дыры медленно исчезло. Серебристый свет снова залил дыру. Серебряный гигант восстанавливался с невероятной скоростью, а это означало, что полная мощь атаки Чутеня не причинила серебряному гиганту никакого вреда. Руки серебряного гиганта снова сжали меч, и вокруг клинка возникла дикая буря. Это плохо. Когда Чутянь быстро увернулся от него, серебряная волна прошла мимо него, и он почти потерял сознание. Увернувшись один раз, он не сможет увернуться и во второй раз, а об этой атаке серебряному гиганту вообще не стоило упоминать. Что же делать? Чутянь обнаружил, что находится в очень плохом положении. Хотя он обладал 9 видами силы, сейчас он находился в божественном пространстве. Он мог использовать свое сознание только для защиты от божественного чувства, другие виды энергии были бесполезны. Во время этой атаки Чутянь использовал все свое божественное чутье. Столкнувшись с сильными атаками серебряного гиганта, у него не было ни единого шанса сопротивляться. Нет. Он определенно не умрет вот так, как будто Чутянь о чем-то задумался. Кроме 9 сил девятиглазого демонического бога, кажется, есть сила, которую отец раньше не использовал. Это была сила, которую он получил от древнего бога из испытательной башни Центральной башни, и эта сила дала девятиглазому богу демонов еще один глаз. Глаза девятиглазого бога-демона олицетворяли соответствующую силу. 10-й глаз означал 10-ю силу. Но он сожалел, что, хотя глаз появился раньше, он не открылся даже сейчас. Глава 615. Око судьбы. Серебряный великан высоко поднял меч, и из него вырвался ослепительный свет, мгновенно заполнивший все пространство. Чутянь не смог бы увернуться, даже если бы захотел, так как энергия, высвобождаемая большим мечом, превратилась в гигантское давление, падающее на него. Пен, словно сотни гор обрушились на него, Чутяня повалили на землю, и он не мог даже пошевелить мизинцем. У серебряного гиганта были волны энергии в его теле, и все это собралось в его руках, перетекая в меч, прежде чем превратиться в серебряный поток. Когда лезвие света вырвалось наружу, все пространство было разорвано серебряным потоком, а небо разрезано пополам. Это была уже необычная атака. Это была атака серебряного гиганта и сознания в полную силу. Это сознание было рождено из божественного чувства бога Луны, и теперь оно развилось, чтобы полностью контролировать божественное чувство бога Луны. Он мог полностью контролировать божественное чувство древнего бога, так что даже если он не мог сравниться в других аспектах, по крайней мере, с точки зрения божественного смысла, этот парень считался наполовину богом. Удар полубога, как можно его блокировать, хотя древний бог предупреждал Чутяня, что 10-й глаз нельзя открывать случайно, иначе это приведет к непоправимым последствиям. Разве у Чутяня был выбор? Сознание, сформированное из божественного чувства бога Луны, уже превзошло его ожидания, даже если он не использовал все свое божественное чувство. Чутянь был только в тривиальной области видения. С такой атакой у него был только путь смерти без какого-либо ожидания. Хотя риск был очень велик. Он должен был принять это. «Раз тебе нужна моя жизнь, я пойду с тобой на все». Сознание Чутяня медленно вошло в его изначальный дух. Сила 10-го глаза была запечатана, так что Чутяню пришлось погрузиться глубоко в свой изначальный дух, чтобы открыть его. Весь божественный чувственный мир исчез. Вокруг него появилось новое пространство. Это была несравненно большая группа храмов, и каждый храм стоял отдельно. Каждый храм имел свой цвет и стиль. Зеленый храм был наполнен вибрирующей жизненной энергией, черный храм был покрыт черной дырой, высасывающей энергию, белый храм имел пространственные колебания вокруг него, серебряный храм имел осколки времени, текущие вокруг него, фиолетовый храм выпускал ауру душ, красный храм был наполнен дикой силой. Конечно, это был нереальный мир, и каждый храм был проявлением одной из сил его изначального духа. В мире изначального духа Чутяня было 10 различных храмов, каждый из которых представлял 10 сил, которыми обладал Чутянь. Ворота 9 храмов были широко открыты, выпуская мощную волну энергии. Один храм был исключением. 9 храмов были разными, но они были связаны, и только этот храм существовал независимо. Он был меньше по сравнению с ними, и его ворота были плотно закрыты ржавыми цепями. Сила 10-го глаза, сломай его и отпусти. В руке Чутяня появился черный как смоль меч, покрытый бело-голубым пламенем, которое выпустило гигантское ослепительное свечение меча, ударившее по цепям. Там была разрушительная сила, которая вышла наружу и образовала лишь небольшую трещину на цепях. Вместо этого лезвие меча было почти отправлено в полет. Черт возьми, с этой цепью, которая казалась такой слабой, на самом деле было так трудно справиться. Чутянь знал, что находится на грани смерти, но у него не было времени думать об этом.
Черный, как смоль, пылающий меч в руках Чутеня был поднят, и 9 храмов позади него задрожали. Каждый храм высвобождал силу бога-демона, заставляя 9 сил бога-демона переплетаться над его головой. Они кружились, как 9 свирепых драконов наводнения, прежде чем, наконец, влились в черный, как смоль, меч. Чутянь объединил силы девятиглазого демонического бога и ударил вниз по запечатывающей цепи. Несколько секций цепи сломались, и мощная сила ответного удара отбросила Чутеня назад на несколько метров. 9 храмов содрогнулись, и если бы исходный дух Чутеня не был достаточно силен, обычный исходный дух уровня бога уже рухнул бы. «Откройся для меня». Поскольку Чутянь уже делал это, у него не было причин сожалеть. Чутянь бросился на храм, и его руки вцепились в толстые ворота. С глубоким ревом, вырвавшимся из него, перед его глазами появилась щепка, но сила, которая вышла, была подобна тысячам игл, которые вонзились в тело Чутяня. Слишком страшно, слишком сильно, Чутянь был отослан на сотни метров. Весь духовный мир Источника задрожал, и тысячи трещин появились в земле, почти покрывая весь духовный мир Источника. Чутянь почувствовал сильное потрясение в своей душе. Этого осколка проявленной силы уже было достаточно, чтобы отправить его душу в полет. 9 храмов расцвели светом одновременно. Наконец, трещины были едва сдержаны, и коллапс его исходного духа был остановлен. Маленькая жизнь Чутеня едва сохранилась, но его душа была серьезно ранена, и существовала вероятность того, что в его будущем развитии будут скрыты опасности. Такова была цена открытия 10-го глаза. Даже если ему придется заплатить эту ужасную цену, Чутянь откроет дверь. Чутянь покинул исходный духовный мир и вернулся в божественный чувственный мир. Этот процесс открывания двери казался долгим, но это был всего лишь короткий промежуток времени. Меч серебряного гиганта только что появился перед ним. То, что он держал в руках, было уже не мечом, а скорее интенсивным серебряным потоком. Это божественное чувство могло рассечь небо и землю. Возможно, даже императору будет трудно устоять. Когда Чутянь уже был готов превратиться в пепел, глаз девятиглазого демона-богоисточника, который всегда был закрыт, внезапно открылся щелчкой. Как будто зрачки Чутеня исчезли, и вместо них появился прозрачный цвет. Эта пустота не была пустой, скорее она была заполнена всем сущим, небом и землей, мириадами существ. Этот гигантский меч, расцветший серебряным светом, остановился перед Чутянем. Этот подавляющий серебряный поток, казалось, был заморожен. Хотя серебряный поток обладал мощной аурой, он не мог двигаться вообще. Невидимая энергия витала вокруг него, и это было похоже на то, как серебряный световой меч был разорван бесчисленными руками, а также на реку, которая была высушена солнцем. Эта атака божественного чувства, которая могла бы уничтожить континент, была полностью превращена в ничто на месте с помощью трудновообразимого метода. Тело серебряного гиганта тоже покрылось рябью. Это сознание выдавало испуганное настроение. Хотя сознание не испытывало этой силы раньше, с фрагментированной памятью о боге Луны, даже настоящий бог Луны будет бояться столкнуться с такого рода силой. Не говоря уже о независимом сознании, которое пришло из божественного чувства бога Луны. Эта сила превосходила элементарный план, материальный план, духовный план, план души и план пространства, управляя всеми живыми существами. Она была вне этого мира, но она управляла всеми существами и всеми вещами. Это была поистине отчужденная сила. Даже могущественный духовный бог не мог устоять перед этим, точного описания этой силы не существовало. Большинство людей называли это просто «судьба».